За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! Торжества на Красной площади по случаю 9 мая с традиционным парадом и речью российского президента. Путин произносит ее ежегодно, но на этот раз его выступление было короче обычного, всего 9 минут. Да и сам парад продолжался недолго, 47 минут против обычных часа-полутора. Из военной техники показали ракетные комплексы «Ярс», «Искандер», С-400 и только старенький Т-34-85. Никаких Т-72Б, Т-90М «Прорыв» и «Армат». Воздушной части парада не было вовсе. Нарративы главы российского государства привычны и хорошо знакомы. Он повторяет их всякий раз, когда оказывается на трибуне. Однако, в отличие от прошлых лет, некоторым темам в парадной речи Путина этого года не нашлось места. О чем же российский президент предпочел молчать? Давайте разбираться. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. На параде Победы этого года Путин ни словом не обмолвился о победе в войне, которую сейчас ведет Россия против Украины. Если в прошлом году президент неоднократно уверял, что все идет по плану, то сейчас предпочел планы не строить, заявив только о желании страны обеспечить свою безопасность. Все остальное – привычные фейки. Мол, против России развязали войну, хотя именно Путин лично отдал приказ о нападении на суверенную и независимую Украину. О каком международном терроризме вещает Путин, также непонятно. Напротив, практически все мировое сообщество признает актами терроризма российские ракетные обстрелы и бомбовые удары по гражданским объектам и жилым кварталам украинских городов. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас. Общие слова солидарности и благодарности, никакой конкретики, никаких примеров героизма и успехов на фронте у российской армии. В прошлом году, для сравнения, Путин обещал участникам так называемой СВО всестороннюю поддержку, даже подписал специальный закон. В речи на параде этого года ничего нового об этом не говорил. Что касается тезиса «вся страна сплотилась», все готовы помочь и молятся – это явное преувеличение. Сотни тысяч россиян, не согласных с войной или не желающих отправляться воевать в Украину, были вынуждены срочно покинуть свою родину. Тех противников войны, кто остался в России, государство запугивает уголовными делами, задерживает и бросает в тюрьмы. Удивительно, Путин хоть и продолжает во всем обвинять Запад, но на этот раз слово «НАТО» в его речи не прозвучало ни разу. В понимании российского президента враги – некие глобалистские элиты. Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. В последнее время навязыванием своей воли, а также насилием и подавлением занимаются именно российские власти, как внутри своей страны, так и на украинских землях, которые они оккупировали. Недавно Путин даже подписал специальный закон, заставляющий жителей аннексированных украинских территорий под страхом насильственной депортации принимать российское гражданство. Путин обвиняет Запад в агрессии, однако ни словом не обмолвился об ударах по России, тем более о недавно сбитых над Кремлем дронах. Война, развязанная Кремлем в Украине, уже напрямую коснулась граждан, живущих в российских областях – Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Воронежской. На этих территориях рвутся снаряды, горят нефтехранилища и военные аэродромы. Стоит добавить вооруженные столкновения на самой российско-украинской границе, а также диверсии и атаки в российском тылу. В целом, речь президента Путина не отличалась оригинальностью, в ней не прозвучало ни одной новой мысли. Он привычно говорил о многополярном мире, о якобы угнетении на Западе традиционных семейных ценностей, о русофобии, переписывании истории и разрушении советских памятников.
Вспомнил, правда, о помощи союзников по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны и отдельно отметил роль Китая в борьбе с японским милитаризмом. Однако ни западные лидеры, ни глава КНР на парад не приехали. От очередного полного одиночества, как это было в прошлом году, Путина на этот раз по сути спасли главы 7 стран СНГ, согласившиеся прибыть в Москву.